Здравствуйте, друзья! Ну вот, наступило предзимье. 12 ноября. Снега еще нет, но скоро обещают. Через неделю. Пензенская область. Иду на родник за водичкой. Ну, частично покажу мой путь. Ну вот идем такими вот тропами. Арбековский лес. Наш близлежащий к городу. Решил сходить сегодня на родник. Набрать водички. Давно там не был. Года 3, наверное. Даже не знаю, как он сейчас выглядит. Раньше иногда захаживал туда. Но вода вроде бы ничего, так вкусная. По отзывам тоже вроде хорошая. Сегодня выходной день. Решил прогуляться. Немножко дождик накрапывает. Воздух свежий, чистый, пасмурно. В общем, поздняя осень, предзимье, я уже говорил. До родника примерно 1,5 километра отсюда. На улице ветер довольно-таки хороший. Внизу не чувствуется. А по макушкам прям слышно, как клены. Здесь в основном у нас клены растут. Клены шумят. Ну, по дороге так ничего особо примечательного нету, сразу предупреждаю. Вот примерно вот так вот будет. Такая тропинка. Сейчас будет поле наших самых лучших дней. Как песня поется Макаревича. В этом поле не бывает горя. А дальше я забыл. Вот такие вот места посиделок попадаются. Где устраивают пикники. Где устраивают пикники. Вот. Так. Теперь переходим на другую линию. Идем сюда. По этой тропочке. Это по этим тропам я иду, они мало расхоженные, скажем так. Они мало, там есть тропы, где люди, ну, скажем, больше ходят. Я иду вот по мало проторенным
или протоптанным дорожкам. Вот такие вот осенние серо-коричневые пейзажи. Так, попробуем срезать немного. Вот здесь я еще не ходил. Эту тропу я не помню. Что здесь такое? Мне просто интересно. Такие вот заросли. Заросли. Ага. А здесь я, наверное, не пройду. Здесь прям вода такая проступает. Не пройду. Должен пройти это вот высохшее дно, русло речки. Так. Ну все, прошел. Здесь прошел. А вообще я зря сюда пошел. Что-то я не вижу дальше тропы. Дальше я тропы не вижу. Придется пробираться сквозь кусты. О. Сейчас-то хоть видно, куда идешь. Листвы нету. Где-то здесь было бы сложнее. О, какие кушари. Здесь тропа рядом идет. Большая. Натоптанная где-то. Так. Ага. Вот что-то такое. Утоптанное. Более-менее. А вон там дома виднеются микрорайона. В принципе, это все недалеко от черты города. Так. Ну вот тропа. Туда и туда. А нам вон туда. Пойдем вот так вот напрямую. Там еще должна быть тропа. Она будет там. По траве даже приятнее, чем по грязи. Здесь черноземы и грязь. Почти каждый день идут обильные дожди. Все везде раскисло. Так. А там еще одна речка внизу. Вот это вот тропинка. Вот по ней пойдем дальше. Вот по дороге попадаются вот такие вот лежащие стволы.
огромных, ну не огромных, больших кленов. Здесь клены, дубы, но очень высокие, кстати. О, вот они какие высокие. О, метров 40. Это много. Вот так вот. Ну, пойдемте дальше. Вот еще одно кострище. Шашлыки жарят люди. Вот здесь тропы вообще, можно сказать, нет. Так, что-то такое слегка видим. Вот. Выходим на тропу, которая идет на родник. Тут дерево упало, оказывается. Рухнуло. Дерево рухнулся. Вон дождь пошел. Довольно-таки хороший. Довольно-таки хороший дождь пошел. Видать, недавно упало. Летом. Листва на нем. Вот она. Ладно. Пойдем дальше. Давно здесь не было. Вот такие вот стволы прямые, прям прямой ствол. Вот хочу показать его. Вот он, вот. О! Поросшие мхом. И бежит ручеек. Ну, пойдемте дальше. Мостик импровизированный. Большой. Вот такие вот окрестности. Вокруг. Идем в гору. Кстати, камера, наверное, не передает, конечно, она плохо передает. Она не в гору такую. Вот интересные дерева. Вот такие вот шрамы на деревьях. Вот эти вот. Вот они идут по стволу. Вот он. Это говорит о том, что когда-то
вскользь прошел разряд молнии по нему. И вот она ушла в землю в основании. Я вот часто иду по лесу и наблюдаю такую картину. На этом месте когда-то была содранная кора до древесины, а потом она затянулась вся. Но это вот удар молнии был. Не в ствол, а вскользь по касательной. Кстати, наблюдать можно много. Вот, если присматриваться к деревьям, вот, пожалуйста, тоже. Когда-то вскользь по касательной прошла молния. Вот, пожалуйста. И таких деревьев много вот на возвышенности у берегов рек, озер, где сырая среда, скажем так. Ну и, конечно же, поражает, как правило, более-менее одиноко стоящие деревья и крупные, которые имеют больший объем, высоту. Туда она и долбит. Это такой закон природы. Вот туда, кстати. Вот оно дерево. Здесь тоже когда-то прошло по касательной, но это было очень давно. Еще когда молодое было. Тут слегка оно прошло у самого основания. Вот. Почему я так говорю? Почему, откуда я знаю? Я был сам свидетелем когда-то, когда молния, я собирал грибы в лесу, началась сильная гроза. Вот. И недалеко, где-то в метрах 150 от меня молния ударила как раз в дерево. И я увидел прям небольшие искры были, вспышка такая, и кора была содрана. Вот. Иногда так вот, гуляя по лесу, можно, но это очень редко, видеть вот свежо содранную кору. Допустим, проходит месяц, два, три, даже полгода. Там прям отчетливо видно такой вот рисунок. Ширина примерно 5 сантиметров. Спичечный коробок. Разряда вот этой. Разряда молнии. И свежая древесина. Вот такие вот дела. Вот мы пришли. Пришли на наш вот. Такая вот кормушка кто-то соорудил. А это вот табличка. Интересная. Лес — наше богатство. Будем его охранять, беречь и наслаждаться красотой и прелестью природы. Учащиеся МБО СОЖ номер 74 города Пенза. Вот так вот. Можно посидеть. Энтузиасты поставили. А это вот спуск. Вот поручни есть. Лестница железная. Там все конкретно. Это вот наш Арбековский родник. Пенза, город Пенза. Вот. А вот и сам родник течет.
набирать. Яблоко. Ну, довольно быстро набирается вода. Бывает так, что течет еле-еле тоненькой струйкой. Вот так. Скамеечка. Все дела. Ну вот и все. Водичку набрал. Теперь будем двигаться назад. Вот такие вот окрестности. Вот откуда-то из-под этой горки он и выплывает, вытекает родничок. Деревья шумят. Мы идем в обратном направлении. А вот еще один такой вот домик. Интересный. Не домик, а кормушка, наверное. Интересно так построили. С консервных банок. Причем ржавые такие. Ржавые. О. Ветер шумит в деревьях. Сейчас посмотрел по шагомеру, сколько я прошел. Ну, наверное, не точно, конечно. 2413 шагов до родника я прошел. Ну, приблизительно 1 километр. Но здесь больше, чем 1 километр. Я так думаю, от моего дома до места километра 1,5, не меньше. Вот. Вот такой вот лес. Шел я сюда 27 минут. Почти полчаса. Идем назад. Сейчас где-нибудь сядем, посидим на стволе дерева. Попробуем, что за вода. Давно я не пробовал. Как-то пробовал давно. Уже забыл вкус этой воды. Вот хочется попробовать мне. Какие деревья стоят. Вот они. Красавцы. Поросшие мхом. Красавцы, поросшие мхом. Клены. О, вот еще кормушка. Вон и птички клюют. Синицы
Улетели. Что здесь написано? Ага. Ну вот кто-то семечек насыпал. Кто-то насыпал семечек. Так что жить будут птицы в этом лесу. Хочу посидеть. Пойдем где-нибудь сейчас сяду. Присяду. Вглубь зайдем. Леса. Найдем бревно. И посидим. Дождик кончился. Все мокрое, но дождя нет. Такой небольшой был. Надо прийти как-нибудь, пока снег не выпал, сюда. С металлоискателем походить здесь. Ну, я как-то ходил здесь. Ничего не нашел особо. Сейчас вот хорошо, вот травы нет. Здесь земля твердая. Чернозем такой плотненький. Копать плохо. Скажем так. На штык лопаты здесь не получится. Надо долбить землю. Ну, какой ствол. Весь поросший мхом. Такой вот зеленый. Не зеленый. Сейчас они особо выделяются. Зелени нету в лесу, и они прям отчетливо, их видно. Они такие красивые. Вот тоже. Огромный клен, толстый. Лет 100 ему, наверное, точно. Лет 100 есть. Как минимум. О, вот сюда я приду сейчас. Есть специальная подстилка под заднее место. Вот на этом столе я сейчас и посижу. С корнями бурова. Вот смотрите, друзья. Вот здесь я сижу. Вот у меня такая подстилочка. Она такая легкая. Вот с этой стороны алюминий. А это вот, не знаю как называется. И что я увидел? О. Не фокусируется камера. Ну, в общем, такое ощущение, что скоро распустятся листочки. Не знаю, что за кустик. Сейчас попробую
в другом ракурсе снять. Вот. На смартфоне не фокусируется камера. Вот. А сегодня 12 ноября. Кстати, вот еще тоже. Вот они. Набухшие почки уже вот-вот выстрелят. Если снег не выпадет, не выпал бы и не выпадет в ближайшие недели. Она прямо распустится. Вот они.